Okay, good. Дорогие друзья, коллеги, я думаю, что мы можем начать нашу встречу. Сегодня мы имеем возможность и большую радость общаться с замечательным человеком. Имя его Иоханн Труммер. Сфера деятельности доктора Труммера чрезвычайно разнообразна. Жизнь интенсивна. Для многих людей, для любителей музыки, это блестящий органист, концертирующий органист, гастролирующий и в странах Западной Европы, и в Азии, и в России. Он священник, он профессор университета музыки и актерского искусства в австрийском городе Грац. Он член коллегии Баховского общества в Германии. Он принимает активное участие в работе комиссии по сохранению исторических органов в Австрии. Есть такая проблема. В начале 80-х годов доктор Труммер занялся вопросами органостроения. И на Филиппинах он открыл органные мастерские, где вот, в общем, производятся инструменты. И вот это орган, который мы очень-очень ждем для нашего собора, что на Горького 100, орган будет как раз оттуда. Кстати, там на Филиппинах существует уникальный, единственный на планете орган бамбуковый. И вот доктор Труммер ежегодно проводит там фестиваль вот на этом самом органе. Часто доктор Труммера приглашают работать в жюри органных конкурсов. В Граце он организовал конкурс «Иоганн Себастьян Бах и современная музыка». В России Иоханн Труммер приезжает уже с 1986 года. Он бывает в разных точках нашей страны, и не только в европейской части, но вот он добирается и до Новосибирска, и до Дальнего Востока. И я позволю себе задать первый вопрос. Доктор Труммер, вы, получается, знакомы с Россией, да, уже 30 лет, больше 30 лет вы наблюдаете за нашей страной. Можете ли вы проанализировать ситуацию и рассказать, какие изменения, прежде всего, конечно, в культурной жизни вы наблюдаете или их нет, какие-то новые тенденции, новые люди, новые события? Что происходит, на ваш взгляд? So you understand the question? Yes, Okay. a little bit. Okay. Do you want me to translate it or? Before, I would like to say, меня зовут Иоханн. Сначала я хочу сказать, что я Ханс или Иоханн. Ханс. Так что можешь обратиться ему. Ханс. Мы говорили, доктор, профессор, господин Ханс Труммер. The question was... So for the last, you've been here in Russia or in the Soviet Union, the former Soviet Union, for the last 30 years, and you've seen how the cultural life has maybe changed or evolved in this time. Could you maybe say something about that? I didn't know so much before. I read about, but I had no personal experience, except German Democratic Republic, Hungary, the neighbors of Austria and Germany, but not Soviet Union. Вот перед тем, что я приехал, я сильно много не знал про что творится здесь, в Советском Союзе. Я знал как-то ГДР и те страны, которые окружают Австрию, но как-то не знал, просто пришел как-то не зная, как это будет. And I see that, especially in musical life, a lot of the values of the society survived. One sign here is also, for example, that in all philharmonies, in all bigger concert halls, in conservatories, there were always an organ, because the organ was not the church of the Orthodox instrument. То, что я наблюдал, это что, когда приехал, что несмотря на советский режим и как это все было, что именно в филармониях, в консерваториях
как-то сохранялось, как-то это, например, орган там существовал, именно то, что, потому что именно там существовал, потому что это не было в православных храмах, потому что это не бывает в православных храмах. И поэтому сохранялось там именно. Perhaps at the beginning, when I came after Perestroika, I was not sure how would to be accepted, of course as a teacher, but it was never secret, I am a priest, a Catholic priest. Вот, когда я приехал во время перестройки, я не знал, как я буду принят здесь или нет, или чего ожидать, потому что это не скрывает, что я священник, и поэтому не знал, как это будет. One of the surprises was that after some years in Belarus, they took me into Senat as honorary doctor. In the Senate? Belarus, Академия музыка. Поэтому то, что меня так удивило, что несколько лет потом спустя в Беларуси даже мне вознаградили гонорарный докторат, почетный докторат именно в Белорусской государственной консерватории, наверное, да? It was very interesting. They очень интересно. Got the right for promotion, and then they found out they took one from Moscow, one from the first rector of the Belarusian Academy, and one from a Western country. They took me. Так что тогда они вознаградили 3 человек, один из Москвы, один из Москвы, один первый ректор консерватория белорусского и потом одного из Запада, это как-то был я. Из Москвы Мершанов. The famous piano. Пианист. We were good friends. Мы были хорошие друзья. Yeah. So I saw the value people like to get a good information about, especially for organists, about music of Bach. Поэтому я видел, что люди очень дорого оценили хорошую информацию, хорошее знание о, например, Бахе. During the Soviet system, it was not possible, for example, to give the choral preludes the title. Во время Советского Союза как-то невозможно было давать названия хоральных произведениях, как-то это игралось без названий, потому что религиозное. One episode in St. Petersburg, there was a very famous piano compositor and piano player, Braudo, and he worked out a compendium of polyphonic music. Окей. Однажды в Питере был такой пианист, да? Und Kompositor. Композитор Праудо, который сделал компендиум. Это, наверное, понятно, да? Компендиум. Компендиум это сборник разных полифоний. And all pieces were German choral preludes. И все, without title. И все произведения были немецкие хоральные произведения, но без названия. And a student, a girl from St. Petersburg, later came to Graz. Одна студентка потом позже когда-то приехала в Грац. Пианистка из Belgrad, сербска. And she came to me and to make her thesis, a musical thesis, and she wrote a volume about these choral preludes, and I gave her all sources she needed. Одна студентка из Белграда, из Сербии, однажды приехала ко мне в Грац и как-то делала свою докторскую диссертацию именно о этих прелюдиях, и я мог ей дать весь этот материал. Very interesting surprise, and meanwhile everybody knows what do the pieces of Braudo mean.
Поэтому это так интересно все было, и, ну, и все сейчас понимают, что эти произведения, что они значили именно те правды. But, and very often choral preludes, you have to explain what does it mean. Часто, когда говорится о хоральных прелюдиях, как-то надо сначала объяснить вообще, что это значит. And they are so interested to find out, to understand why Bach made the composition this way, not in another way. И часто люди задают себе вопрос, почему Бах именно таким образом создал эту композицию, а не другим образом. So it's sometimes an introduction also to the Christian faith. И поэтому часто бывает, что это как-то введение в христианскую вероисповедание или веру. At least to know. If they don't believe, they know what it means. По крайней мере, если даже не веруют, но главное, чтобы они просто знали, от чего это вдохновляется. But that's enough. And how, well, to go on, how do you see changes? Do you see there's a development or? Yes. They are very interested to find out, and besides that, the students, they have computers, and so they get more information from all the world. Поэтому я задавал вопрос, а как это развивается, это и продолжается, и он говорит, что да, конечно, и особенно сейчас у всех студентов есть компьютеры, и они больше и больше могут, им доступно очень много информации из всего мира, поэтому это развивается таким образом. В этом году отмечается 50-летие органа, единственного духового органа в Новосибирске, который находится в Новосибирской консерватории. И, в общем-то, Ханс Труммер первый, кто приехал и начинает вот эту серию мероприятий, посвященных юбилею органа. Я считаю, что это очень симптоматично. Это, конечно, огромная честь для нашего и вуза музыкального, и для нашего города. Расскажите, пожалуйста, когда вы узнали о Новосибирске, когда вы узнали о нашем органе, о наших органистах, о новосибирских исполнителях? Да, это уже все на русском. So the organ at the conservatory, the biggest organ in Siberia, is in Novosibirsk. It's celebrating its 50th jubilee. I think in Omsk or Chelyabinsk there are bigger organs than here. В Челябинске или в Омске, может быть, они побольше. Я сказал, вы сказали, что побольше. Дело в том, что юбилей именно 50 лет нашему органу отмечает консерватория. Юбилей. Юбилей. Может быть, я добавил, извините. Он не старый, Томск здесь гораздо более старше. Старый, конечно. Нет, мы тут не молодые, юбилей именно отмечается. Я думал, что самый... Здесь имеется в виду, что единственное духовое. Да, и духовой. Да, я сказал большой. И получается, что... Okay, I made a mistake. She didn't say that it was the biggest, but it's the oldest one. Yes. И он первый, кто приехал. And you were the first ones to come and to поздравлять? Ну, первое мероприятие, в этом год году. Органа в этом году, и первый, So you're the кто first в one этом участвовал. that came to celebrate with us this jubilee, the 50th anniversary of this organ. So the question was, how did you come to know Novosibirsk? What was your first connection with Novosibirsk? I'm not sure. I have a very good connection to the priests in Vladivostok. Но я не знаю, если у меня такой связь, но первая встреча у меня была или связь более тесная, это с священниками в Владивостоке. But perhaps the most important was that I met your bishop in classes for church music in Moscow. Но самое главное, что я встретил вашего владыку, епископа, вообще в классе для церковной музыки в Москве. And the next connection to Novosibirsk is I am since 18 years or 17 years in a competition in St. Petersburg for young organists. И я познакомился с Новосибирском через такой конкурс, который проводится уже 17 лет в Санкт-Петербурге, и так познакомился с многими музыкантами.
in April the 19th, как? the 19th. 19 апреля. And at the concourse I learned, I could see how young, even very young organists in Russia and other states, Ukraine, Lithuania and so on, how they work. And I found in the curriculum very often Novosibirsk, Natalia Baginskaya. Да, и я замечал всех этих молодых органистов, которые приезжали из разных, из России, из разных стран, это как-то соседних. И потом тоже в curriculum, в расписание, кто играет и что. Именно преподаватель Наталья Багинская, который, конечно, из Новосибирска. And another connection, once, perhaps 20 years ago, I played in the Philharmonie in Yaroslavl. Потом, может быть, еще такая стиковка была, когда 20 лет тому назад примерно я играл в Ярославе. And there was the organ builder of the organ. И там был органный строитель. And it was a member of the company Sauer. И это был член фирмы Sauer. Who built the organ here in Novosibirsk. Кто построил этот орган здесь в Новосибирске. So he told me a lot about the situation during the Soviet Union, but he came from East Germany. Он вообще был из ГДР, и поэтому он мне рассказывал много о этой ситуации, но именно во время тоже Советского Союза. So a lot of connections. Так что многих таких связей. Ханс, вы уже несколько десятилетий находитесь в мире музыки, в мире органной музыки. Расскажите, пожалуйста, расцвет каких звездных имен вам удавалось наблюдать? Чувствовали ли вы когда-нибудь, что вот этот исполнитель или вот этот композитор, который вначале просто хороший, просто талантливый, просто перспективный, и вот со временем вы наблюдали, как он становится звездой, он становится классиком. Кого вам удавалось понаблюдать? Okay, I'll try to. So over the many decades that you've been connected with music and especially organ music, you've probably run into certain people, certain musicians who then also became very well known or stars even. And is there a certain person that you saw that initially was considered to be very good, but then then actually became well known and very renowned? Oh. Some or a lot, for example, of organists from Vienna. Но, конечно, много или некоторых из Вены. Most of them are also composers of church music. И много из них тоже композиторы церковной музыки. Radulescu, Heiler, Blaniawski, Doppelbauer, and. Но он назвал сейчас разные фамилии и так далее, и так много их. Most of them good friends. И много из них хорошие друзья. Когда-то в 1850 году было создано Баховское общество. Оно было создано в свое время для того, чтобы возрождать забытого Баха, да, издавать его ноты, устраивать фестивали, продвигать его. В наше время Бах – это мощный уже бренд. Он непревзойден, он популярен, он самый популярный композитор на планете Земля. И вот вы состоите в Баховском обществе. Скажите, пожалуйста, чем занимается Баховское общество сейчас? So in 1985 was the Bach Foundation was organized with the interest or the goal of kind of resurrecting Bach or kind of making him well known, to have his notes available to again to organize festivals, concerts, in order that there be a better knowledge of Bach.
And since then, Bach has become, you could say, a very popular brand, a very well-known composer and musician. And Зачем сейчас баховское общество? And oh yeah, so and what is the Bach Bach Society or Foundation? What does it do, and what is it concerned with now? the Bach Society has his place in Leipzig, of В course. Лейпциге место нахождения именно Баховское сообщество. The society was founded in 1850. Oh, 1850. 1850. Сказал О, да. в 85 году. Вот, в 1850 году было основано Баховское сообщество. And with the goal to collect and to bring a full edition of Bach's composition. Чтобы создано именно с целью, чтобы сделали полное издание всех его труды и работы. One of the founders, for example, was Robert Schumann. Один из основателей был Роберт Шуман. And the Bach Society, they collected all manuscripts, and the first edition was finished in 19. Так что Баховское сообщество собрало всех разных рукописей и все эти подходящие тексты, и первое издание вышло 1900. 150 years after the death of Bach, the first more or less complete edition. 150 лет после смерти Баха вышло как-то первое издание, более-менее полное издание всего произведения. The society had done the job, but founded a new society now for spread out the compositions of Bach and Bach Festival and so on. Поэтому The practice. Они как-то выполнили свою задачу, в смысле, что они выпустили издали это издание, его произведение, но и потом как-то было новое общество как-то создано или сосоздано, которое потом имеет цель как-то распространять и особенно организовать этот Баховский фестиваль. Imagine that the first complete the catalogue of Bach's compositions was edited in 1950. In 200 years after Bach's death. Только 200 лет спустя, или 200 лет после его смерти, вышел как-то первый каталог баховской композиции. Werkeverzeichnis. Werkeverzeichnis. Какие-то работы. Much later than Köchelverzeichnis, Mozart and so. Много позже, чем Моцарта, например. And after the break in the society, there was a break during the Second World War. Но и был, конечно, такой перерыв деятельности во время Второй мировой войны. But they continued after the war. Но после войны опять начинали. And by the political situation, there was a west section and an east section. Из-за сложившейся политической ситуации получилось западное отделение и восточное отделение. And they wanted to have one of the Bach festivals in Austria. Хотели один из этих фестивалей Баха в Австрии, чтобы было. And the former rector of the university and me, we said, we do it. И тогда бывший ректор университета в Граце и мы сказали, давайте, сделаем. And so I am already 35 years also in the board of the society. And так что уже 35 лет я являюсь одним из членов, можно сказать, борд или как-то оргкомитетом этого сообщества. The only one not a German citizen. Единственный, который не немец, немецкий гражданин. And it's very interesting. Bach has a very strict and very pious, very mystic religion from Luther.
Очень интересно, что у Баха получается очень ясные и жесткие как-то bias, это как-то наклонение или наклон именно к лютеранской музыке. So usually in the member in the board, the 5 persons, is one Lutheran professor. Поэтому на это оргкомитете, можно сказать, есть один из членов, он именно лютеранский как-то богослов или который эксперт именно по лютеранским And вопросам. they are content to have also a Catholic priest. И они тоже рады, что есть тоже католический священник. So I'm more than 35 years in the. Поэтому уже 35 лет так являюсь и работаю там. And we had in Graz the Bach Festival before Perestroika. Так что Бах-фестиваль в Граце состоялся еще до перестройки. It was very interesting to get out people from East Germany to Graz. Поэтому это очень интересно было как-то, что из восточного лагеря, что могли прийти и участвовать. Perhaps one fact of the history. Один такой факт истории. Which changed the view to Bach. It was the Luther year in 1983. It was 500th birthday of Luther. Один факт такой исторический, который как-то особенно влиял на то, что мнение о Бахе как-то поменялось именно к позитивному. Это было в 1983 году, когда отмечали 500 лет с рождения Лютера. So at the beginning, about 81, в 81 году the примерно, Central Committee Центральный комитет of East Germany из восточного отделения had to decide what to do. Должны были решать, что мы будем делать. He's a religious phenomenon. Это религиозный как-то феномен, Is he opium? который опиум, является опиум. And there was no chance, they had to decide, we celebrate. Но они просто потом решили, но все-таки нам надо это отметить или отпраздновать. They had to change all the books for the schools. И поэтому им пришлось как-то поменять все книги, которые в школах были. And the same was done in the consequence 2 years later to Bach. 300. И потом тоже по отношению к Бахам, тоже им надо было отметить это через 2 года спустя, и тоже им пришлось как-то начинать менять как-то это идеологические такие тексты. But in East Germany, I have been at the Bach festivals in East Germany too. Но в ГДР, когда состоялся это фестиваль, Баховский фестиваль в ГДР, я там тоже участвовал. In the official program, you never could find Passion, B minor mass or cantatas. Never. Only secular music of Bach. В этих официальных программах или в программах на этих фестивалях никогда не наблюдалось или невозможно было видеть, что там есть страсти или месса в би минор или Мотет. Но такие религиозные произведения, только такие мирские или секулярные. And especially in Leipzig, it was curious, a big volume of the program of the festival. No religious music of Bach, and 2/3 of his music is religious. Интересно, в Лейпциге, когда проводилась там такой очень огромная программа, и там абсолютно ничего религиозного не было, а то, что очень интересно, это что 2/3 его произведений, они вообще религиозные. And so in Leipzig there was an official Bach festival. Поэтому в Лейпциге получилось, что был официальный фестиваль. And besides, in many churches, a parallel shadow festival. И потом в разных церквах в городе получилось как-то параллельный такой фестиваль такой в тени. And one could get somewhere a paper, but never a book.
Но и потом все было как-то на листочках, а никогда в таком формальном каталоге. In the Catholic Propsteikirche Да, в in католическом Leipzig храме. and in St. Thomas, everywhere it was the liturgical music of Bach. И это было, конечно, это были литургические его произведения Баха, которые прозвучали. The government had no chance to change it. И власти не могли это поменять вообще. I think in East Germany and also in Lithuania, the religious choir music was one of the factors for the perestroika. Я как-то убежден, что именно в ГДР и в Литве, например, именно эта религиозная и духовная музыка, она, наверное, один из факторов, который воспомогала именно вообще процессе перестройки. Или это изменение. So it changed the consciousness? Or? No, it's freedom. Free. Ну, как я спросил, это просто изменение какого-то сознания, а он сказал, да, это привело именно потом к тому, что это все поменялось и свобода. After perestroika, the civil society was able to develop, especially free press, free radio, free justice, courts. Ну и после перестройки, конечно, это было возможно жить более свободно, в свободной прессе, свободный судья, свободе. Это там, а сейчас уже все. И у нас то же самое было. Когда у нас стали называть утренняя молитва Development Чайковского, of the детский civil альбом, никакой же society утренней молитвы, что-то там переименовывалось. Помню, как в детстве, там в сторону церкви построишь сразу в пионерах тебя на собрании, когда был. So now there's some reminiscing of how things are here. I did it therefore. Да. So a little bit about my horizon of life. I was always able to support people in Eastern countries. Вот, поэтому я всегда хотел поддержать именно тех людей, которые находились на Востоке. And in South Yugoslavia and so on. И там южные как-то эти соцлагеря, можно так сказать, в Югославии. В те моменты, когда мы имели счастье с вами общаться, а мы знакомы давно, как раз называл Ханс органный фестиваль в Санкт-Петербурге, Гатчина, Санкт-Петербург. Поэтому он действительно много работает с детьми и участвует в жюри конкурсов и ведет потом мастер-классы. И вот сколько мы наблюдали, дети, родители, да, что у него какая-то просто безумная работоспособность. Он очень такой вот неутомимый человек. То есть вот это прям ему можете не переводить, я рассказываю, вот уже все дети там на 5 раз проиграли свои пьесы, уже на 5 раз все сбегали, поели печенье, попили кофе, уже там все. Единственный, кто будет стоять и просто пахать, это будет вот Ханс Труммер. Можно 5 копеек ставить? Да. Просто 25 лет с немцами работаю, они все такие. Да? Они все очень работоспособны. Sie sagt, dass sie sehr fleißig sind, aber ich arbeite mit den Deutschen seit 25 Jahren und ich habe auch gesagt, dass alle Deutsche sind. Причем он будет работать, знаете, он работает не как-то вот лайтово, знаете, как работают иногда очень легко. Молодец, все. Нет, они так все немцы работают. Не все. Ну вот с кем я работала, на заводе работала. Сейчас. Вот как машины. So she was relating how it's very true how in the St. Petersburg festival in Gachina, how you interact with the children and different musicians, how you are inexhaustible in your work. You'd have children who have played all their different songs and have already run around a little bit and have had their cookies and milk and everything, and who's the last person standing is still you there working with someone. It's possible. Да, это возможно. Как он держится в таком напряженном In графике? summer I can invite all the students from Eastern countries, from St. Petersburg and so within the last 15 years I had
perhaps 200 students for a summer school in Graz. Да, и за эти 15 лет, которые были там в Питере на этом фестивале, из них как-то мне получилось уже пригласить около 200 музыкантов именно в Грац на летние такие лагеря у меня. With the paper of the university, they get visa. И они получают визы именно через университет, который мы как-то все оформляем. Может он рассказать свой рабочий день? Вот это во сколько надо вообще вставать? So, can you tell us about your всего work day? сделать, How do you do all this? отработать? How do you do so much? How do you fit it all in? So, what does your day look like? It's more or less a confession. Но это как-то будет как исповедь. I have many daily talks with people. У меня часто очень много бесед, таких личных бесед каждый день. And one of my most important field is to prepare for each Sunday the sermon. И один из главных задач моих вообще это приготовить проповедь на воскресную мессу. Since I am in the cathedral also since 37 years. И потому что я тоже в кафедральном соборе в Граце уже 37 лет там живу и работаю. And I was able to do everything because I was secretary of the former bishop, of two bishops I was secretary. Я являлся тоже секретарь двух епископов. So I could learn a lot and I hope I did for them a good job. I hope so. Но я много от них научился и просто надеюсь, что я очень много научился, и надеюсь, что тоже кое-что сделал, что хорошо сделал для них что-то. I was for more than 30 years vice rector of the major seminary. И больше 30 лет я был вице-ректором в семинарии. A major seminary for theology, no? And I had a chance because in Graz everything is so near. The university, seminary where I lived for many years, and cathedral, so I never had to spend much time on public traffic. Так что одно преимущество это, что Грац очень маленький, и все эти разные учреждения, там, где я жил в семинарии, потом кафедральный собор, и потом университет, это все очень-очень близко, и как-то никогда не тратил много времени, энергии именно в городском транспорте, не утомлялся. Yes, and so I could, and when I tried to do something, then I did not discuss too much when I was responsible. I did it because, the more you discuss, the more will say, oh, it will not go. But when you make it alone and get through without violation of the freedom of other people, but do it. For example, so when I was in the Philippines and we talked there, no organ building, and then I thought, I'll take some gifted boys to Austria. It's on my own. They should learn organ building. Nothing else. Nobody was involved. Но он очень сосредоточен в задаче, целенаправленно. В смысле, что он долго не там теряет время и энергии именно в разных дискуссиях и обсуждениях, как это будем делать и что, потому что потом, это невозможно, вот, все эти вещи. А как-то, можно, вот, и когда мне появляется идея, я вижу, что это возможно, что я в силах как-то это осуществлять, я просто собираю этих людей, ничего не делаю против свободы других людей, но и потом продвигаю дело, и это просто надо делать, и все. Nothing else. И все. No complications. So you don't lose a lot of energy in soap operas and emotions and all that. So I was able to help
many students. Но поэтому я спросил, но тогда, наверное, вы не теряете очень много энергии в разных эмоциях и как-то Санта-Барбара и такие сериалы, в смысле, что таких заморочек просто по делам. I used my freedom within the university. I used my freedom within the church. I know everything and then do it. Просто я использую ту свободу, которая мне дана в университете и в церкви, и и просто делаю, просто как Nike этот, just do it. And I have to add, at the university, my livelihood is not very expensive, so I was always able to have a family. Так что в университете я не очень много затратный, и поэтому в университете как-то у меня получилось, что so from your salary, you mean? Yes, I was Так что able- все, что я получал, как зарплаты и все, я мог это и чтобы обеспечить семью какую-нибудь. So it was easy. Так что для меня как-то просто. Вот мы тоже переехали в центр, и вроде что-то делаем, и все равно мало. Ладно. Вы часто работаете в жюри конкурсов. Конкурсы – это дело такое очень сложное, это всегда чуть-чуть политики, это не всегда объективно, это состязание, это демонстрация амбиций. И поэтому некоторые музыканты или родители никогда не отправляют своих детей на конкурсы из-за этого. Как вы относитесь вот к таким мероприятиям, на конкурсам? Расскажите об этой практике. Как вы советуете даже относиться к конкурсам? Вот такой вопрос нас, органистов, интересует. И что для него важно в игре исполнителей на конкурсах? Что ему важно увидеть в исполнителе? И как он относится к конкурсам, и как он нам советует относиться к конкурсам? Сейчас вот давайте по частям, потому что чтобы я все забыл. Я могу вам You've served many years on different juries at different competitions. As you know, and we all know because we're all musicians, these competitions they contain, there's a lot of sometimes favoritism, things aren't objective, there's a lot of ambition, there's all sorts of kind of intrigue maybe even, and so even some parents don't send their children to competitions because of all these other issues. How do you handle that, and what is your view on these competitions? How would you suggest that we as musicians would approach these competitions? And you as a jury member, what is it that you look for in a musician who's performing a piece? What do you look for? So there's a number of questions. The first is to get a common sense in the jury. I'm usually the president of jury. To get a common sense, for example, if there are 40. Okay. Сначала часто я председатель жюри, получается так, и поэтому моя первая задача это, что мы как-то придем сначала к общему, какие-то общие понятия. И иногда есть 40, there's 40 in a jury. The competitioners. Когда, например... In the jury between 5 and 8. Но в жюри обычно 5 до 8, и потом есть 40, которые участвуют в это соревнование. The first is if there are many competitioners, then sometimes jury members say, let's work fast, throw out. I tell them, no. These are young people, and we are here to appreciate what they worked. Но часто бывает такое настроение в жюри в начале, что когда очень много участников в соревновании, что вот нам надо чем быстрее как-то это все разъяснить, выгонять тех или как не просто
отсеивать очень быстро эти, которые негодны, и прийти до результата. А я говорю им, нет, это так не будем делать, потому что это молодые люди, и они очень много работали, и нам надо уважать их работу и как-то признать это. Our task is never to destroy a personality. Наша главная задача никогда не убивать или уничтожить личность человека. To foster, to help, but never to destroy. Помочь как-то и помочь в развитии человека. And we have to find the best for a prize, but we have to appreciate every student. Нам надо, конечно, найти, кто занимает первое место и самые лучшие, самые лучшие для первого места, но уважать абсолютно каждого и помочь каждому. And for my opinion, I saw always that when this common sense works, then the jury is able to listen. И в моем наблюдении, когда можно добиться такого согласия в начале, что мы будем по таким параметрам работать, тогда жюри на самом деле слушает произведение. That's very important for a festival. И это очень важно для фестиваля. And also, if possible, to talk with people who came not in the second round, and so to talk with them. И тоже просто общаться с теми, которые, может быть, в втором круге, и поговорить с ними. Or sometimes to help them that they can go to a summer class abroad. Или помочь им как-то найти или видеть возможности, что они могут летом где-то позаниматься за границей где-то. So they get more self-confidence. Так что они как-то получают больше уверенности в себе. It's a wonderful job. Это прекрасная работа. Like pastoral work. Но это как пасторальная работа. Without talking about pastoral, but it is what we Но have to do. не надо говорить о пасторальной работе, но это есть то, что я делаю. Спасибо. Thank you. В одном из своем интервью вы рассказывали, что шанс шанс начать играть на органе у него появился, скажем так, прям неожиданно. Органист женился, как я поняла, и бросил работу. И вот наступил какой-то момент, когда Ганс должен был просто сесть и начать играть, иначе бы просто вроде как некому. И он пришел вот таким образом к органу, о котором мечтал с детства. И вот как часто в вашей жизни именно случай решал ситуацию и открывал новое направление? I read in some other previous interview that you had said that in a certain way you kind of by chance came into your life as an organist or to work as an organist. That if I remember correctly, that it happened that the main organist in some church was married and got married and kind of left the profession, and that forced you, or you were put in the place of him to start playing, and it was something that you had dreamed about for a long time as a child. How often did you find in your life that things came to you by chance, or we would say providence, that things were kind of, you were brought to them, or they were brought to you? My parents, my family was very poor. Моя семья была очень бедная. They were very content to survive Nazi regime. Они были просто очень рады и благодарны, что они выжили нацистский режим. It's personal, but I had an interview some months ago. My father, as a child, I saw the last transportation of Jewish people to the concentration camp. Это как-то лично, но несколько месяцев назад в интервью я просто говорил о том, что
я помню, и как я видел эти последние транспорты евреев, которые их отвезли April 45. в апреле 45 года. And people who couldn't walk И were shot люди, down. которые не могли ходить уже, Were shot down. они просто были расстреляны. My father Мой отец, took them to the cemetery. и мой отец их как-то забрал и хранил в кладбище. It was forbidden. Это было запрещено, He took them to the cemetery. но он все-таки это делал. It was for him a very providence. During the war, he was already soldier in the First World War. Мой отец, он был солдатом даже в Первой мировой войне, и это как-то получилось как какое-то провидение, что And he was very content during the war and a little bit before he worked for funerals. И он был просто рад или удовлетворен, что немножко до войны уже и во время войны, что он работал как в похоронных ритуальных услугах. And this was one of the few fields where the party not interfered. И это была одна из очень редких вопросов, где партия не вмешалась. And so he could survive. И поэтому он мог It was a miracle. выжить. И для него это было чудо. And then I know hunger from war, and I remember Russian soldiers И я who помню were so тоже kind голод. to us children, incredibly kind. Я помню голод во время войны, и тоже помню русских солдатов, и как они были очень добрыми к нам, детям. One soldier took me to his car, and I was able to. Один солдат меня взял и водил меня к машине, чтобы я мог как-то сидеть за рулем. So the Russian occupation of my birthplace was help for my family because they liked children, and we were 5. И поэтому российская или советская оккупация для моего места, где я жил, это как-то для моих родителей было хорошо, потому что эти солдаты любили детей, а у нас было 5. And then when I was 10, I was able to go to a seminar of the church in Graz for gymnasium. And it was very helpful. We lived 8 persons in kitchen and one room. You went to a seminar? What is that? It is minor seminar. Так что я, когда мне было 10 лет, я мог поехать в Грац, где я вступил как-то в такой малый семинарий, где у нас было как-то тоже очень скромно, у нас было как-то 8 people in a room. In my family, my family had a kitchen and one room for 7 or 8 people. My family. Вот, и это было хорошо, что я мог идти в эту малую семинарию, потому что, например, у меня дома у нас была одна комната, 8 членов в семье и кухня. And in the seminar, I had an excellent gymnasium. И в малом семинаре у меня была хорошая гимназия, школа. One of the best humanistic gymnasium. Одна из самых лучших гуманитарных учреждений. And after the first year, И после первого года I was asked, do you like to study also music? Меня спросили, а тебе тоже нравилось бы изучать музыку? And the school was for me never a problem. И школа для меня никогда не была I проблемой. think my parents never were within the 80 years to ask what's about my boy. Was not necessary. I didn't understand. The parents had to go to the school, to the director, what about my child and so on. So but you they never have been. Так что в школе никогда не призывали их родителей, чтобы как-то поговорить о своего ребенка.
And two of my brothers came also to the same school. Двух из моих братьев тоже пришли в эту школу. And from 11, I had the chance to study music. I learned violoncello and piano and flute. Так что с 11 лет я познакомился с музыкой и играл челло, флейту и пианино. Then it developed more and more. It was then piano and after university, Academy of Music and so on. Ну и просто продолжал потом в университет, потом музыкальной академии. And for 15 years I played with 3 medical doctors string quartet, Struni quartet. 15 лет даже однажды я играл с 3 мужчинами, которые были врачи, и таком струнный квартет. It was dilettant, but это было как-то organ was professional. Это как-то дилетантно или чайники, или как? Как это сказать? Но не профессиональный, но орган был профессиональный. Yeah, and Органист. Organ and harpsichord I took the diploma at the university. Я получил диплом в университете именно из органа и harpsichord. Клавесин. Клавесин. Clavecin. Клавесин. It was Providence. И Gymnasium. это было все проведение, быть в этой гимназии. And my father always said, if you would like to be a priest, I enjoy it. But it's more important that I say to you, you are free. You are free. Only your choice, not my choice. Мой отец однажды сказал мне, что если ты хочешь стать священником, это я был бы рад. Но я скажу это, но главное это, что ты совсем свободный, что тебе это твой выбор и это то, что тебе надо. What you will do in your life, it's your decision, not ours. То, что ты будешь делать в своей жизни, это будет твое решение и не наше решение. It was a poor situation, but I had a climate of freedom. Always a climate of freedom. Да, я вырос как-то в бедной обстановке, но у меня всегда было это пространство очень свободное. У меня всегда была свобода. Thank you. It was very long excuse. Вы, как и многие замечательные органисты и поклонники органной музыки, говорите о том, что орган – это божественный инструмент, что его звучание оно космическое и так далее. Однако мы наблюдаем, что в современной музыке орган стал использоваться совершенно по-другому. Он звучит в рок-музыке, он звучит на эстраде, иногда его используют для воплощения каких-то негативных сил, отрицательных. Вот как вы относитесь к такому использованию органа? И как вы думаете, что стоит за этой тенденцией? You have probably said in the past that, and you believe that the organ is almost it's kind of almost a divine instrument. It's it's a very beautiful instrument and expresses something very cosmic or something very high. And we see in contemporary music the tendency that the organ is being used in so many different contexts, and very so different kinds of shows and rock concerts and estrada, and sometimes it seems that it's even something that's used for a negative sort of energy or force. As you see this, how do you look at that? What do you think about that? The way some contemporaries use the organ. I sometimes think Bach would smile. Мне кажется, что я иногда думаю про себя, что Бах бы, наверное, как-то улыбался. Почему? Почему? It's not our pipe organ which is used. It's electronic.
in this rock music, and very often it's not hard rock only, but hard for our ears. Часто, когда используют это в рок-музыке или что-то, это не духовой орган, это прежде всего это электронный, и это очень громко, но и поэтому такой жесткий рок, но это только жесткий на наши уши. In the history of jazz, Но в истории джаза it's very important that in the best top places in New York, это известно в Нью-Йорке, в главных местах. usually at the session, at the beginning, two saxophonists played one Invencio of Bach. Oftentimes in these, at the beginning of the show, you would have two saxophonists and one of them would play the Invencio from Bach. For two voices. The other two. And it's very interesting that also the swingle singers, the Winklers? the swingle singers, when they No. Bach, and Bach would smile. So these things that they do are Russian, please. also from... А на столе, кстати, говорить по... Но вы все поняли, да? Да. Yeah. Но что они как-то они много берут вообще от Баха, и поэтому он бы улыбался, улыбнулся. And people are free, they can do, if they don't disturb our life, they can do what they want. We are not here for, we are companions and not leaders. Мы, We cannot forbid, we cannot allow, we go with people. да, мы свободны, в смысле, что люди свободны, и мы как-то, но люди будут делать разные вещи, поэтому мы как-то с ними идем и как-то, ну, то, что есть. Do you know the organ in St. Peter's in Köln, the Jesuit church? In? Köln. The Yes. St. Peter's. It's Yes, a I know very a little special bit. organ. Yeah. Yes, yes, yeah. It has many different registers that are really interesting. Have you ever played on that So one? special, no, but so special places. For example, the organ in the cathedral has a simple star, then cuckoo, Да. the voice of yeah, птиц. So, я спросил его and про there's одного glockenspiel, органа в Святом Петре в Кельне, это иезуитская церковь, и там очень особенный орган, который имеет такие регистры, которые делают вообще разные, совсем разные звуки. И потом он тоже говорил, да, я слышал про этого органа, но не играл на нем. Ну и потом рассказывал разные регистры, с которым сталкивался в других органах, в других соборах. Да. Cuckoo, yeah. Даже птицы и разные звуки, которые... At the Institute Искусств St. Petersburg, there are two guest professors. The one for Glockenspiel from Mechelen and for organ me. Two guest professors, Institut Искусств. А в Питере? Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге я один из приглашенных профессоров в Институте искусств, и другой это Glockenspiel. Я не знаю, это по-русски есть? Колокольный звон. Да? Колокольный звон. Колокольный звон, профессор. And the center is in the Я орган. Peterpavlovsk крепость. Петропавловской крепости. Это tower. Yeah. Там In St. Petersburg. Yeah. Yeah. What about the tower? The tower has the best Glockenspiel. Это колокольный звон самый лучший, это именно в Петроградской шпиле в этой церкви. Sponsored by Putin. Это Путин как-то спонсировал. Ну это карельон, да, у них Карельон. целая кафедра у них карельон есть, да, это называется. Карельон, ага. Ага. Ну,
Мне, наверное, последний вопрос к So, maybe my- one of Иоханну. my Я last думаю, что кто-то, если хочет, уже может Then we'll open up присоединяться. for questions. Но так как вот мы заговорили о каких-то уникальных органах, представьте, что вас попросили составить вот рекламный буклет ну, некого органного тура, вот скажем так, топ-10 органных мест. Куда бы вы обязательно посоветовали съездить, вот где обязательно надо орган послушать, вот самые такие точки на карте с интересными органами, по мнению Ханса. Imagine if someone gave you an assignment to design a booklet or like a tour guide of the 10 most must-see and hear organs in the world. What would you put in this book? It depends on your interests. Зависит от то, что тебя интересует. Of course, for me, some historical organs. Но есть некоторые исторические органы. Germany, Austria, we have many historical В organs Германии, в Австрии есть очень много таких with a wonderful sound. с красивым звуком. We can learn from that sound, И мы можем научиться что-то от этого звука. and for me it's not so interesting the very big organ like in a warehouse in the United States, an organ with 200-300 stops. Yes, it's an attraction, but it's not that. Меня не интересует там, где самый большой орган, например, как в каком-то складе в США, где есть там 200-300 регистров. In Korea and Japan, В there is Корее, в always a Японии competition. всегда есть там конкуренция какая-то. If in Korea is built an organ with 4 manuals, В Корее они построят орган с 4 мануалами. then next year Korea will build one with 5 manuals. Japan will then the next year build one with 5 manual. And six. But it's not Seven, not a question of music. It's a question of Это уже не вопрос музыки, а это вопрос чего-то другого. championism. Быть чемпионом. Амбиций. В Кёльн надо съездить, кукушек послушать. So we should go listen to the birds. You mentioned the cathedral with the register with the bird, the cuckoo. Cuckoo, Oh yeah, the whistling, yes, свистание. Хорошо. Я думаю, so- да, что если есть вопросы So we open up now to у questions. участников беседы, то пожалуйста. Вот, пожалуйста, задавайте. А можно вот по поводу как бы топа продолжим? Для вас баховские произведения, понятно, что у вас как бы жизнь прошла вместе с его произведениями, то есть вы практически все их знаете. Вот самое высочайшее, самое дарующее вам наслаждение произведение Баха, какое вы ставите на самое первое место? So you probably have played and know all of Bach's works, organ works. Yes. organ works. So out of everything that you know and have played, or what is the work that gives you the most enjoyment? Is there one? I'll answer in another way. Я отвечаю по-другому. In my flat В моей квартире and also in my office, и тоже в моем офисе. I have always a complete edition, for kids school edition of all organ music and Bach B minor mass. У меня всегда есть целый комплект полное произведение баховское месса Би минор. That's always with me. Это всегда All у organ меня. compositions in Bach B minor. Все Си минор, си минор. B minor. Си минор. C minor. C minor. C minor. C minor. Спасибо. Perhaps it is helpful. Может быть, это что-то значит. Bach's произведение organa, I played 90-95%, I don't know, but Ну, more or less. 90-95% в органных произведениях я сыграл Баха. Можно спросить, но у меня, может, глупый вопрос будет, потому что я не религиозный человек. Можно Конечно. на немецком спросить?
Давайте. Я хочу спросить... Потом вы Я переведите сейчас ответ. сначала скажу, да. Я хочу спросить, потому что вот говорили о том, что вот были запрещены эти произведения, да, вот что религиозные Баха, а можно название. А там дело-то только в названиях, а по музыке-то видно там все равно, я не знаю, как отличать. Ich möchte fragen, denn Sie haben gesagt, das war verboten, gerade die religiöse Werke von Bach, ja, in dieser sozialistischen Zeiten. Aber wo ist Unterschied? Und Unterschied ist nur in den Namen oder die Musik ist anders? Man kann, you cannot understand. Aber ich kann auch übersetzen, er hat mir erlaubt. Я сказала, что вы разрешили, если он будет отвечать, что я переведу. Er hat mir erlaubt, wenn Sie antworten auf Deutsch, ich übersetze. Es gibt ein Problem, dass jemand die Werke spielen kann, aber nicht weiß, was sie bedeuten. Есть проблема, что некоторые играют произведения, но не знают, что это обозначает. Die Studenten kennen sehr oft meine Frage, was tun Leute, die das wohltemperierte Klavier spielen und es nicht verstehen? Pianisten, was tun sie? Ich weiß nicht, was tun. No, sie können die Frage übersetzen. Ну и если они не понимают, что они тогда делают? Это вам хочет вас спросить. Die Antwort. Играют быстрее. Вместо музыки этюд. Just technique, not music. Ja. Glauben Sie geben dann mehr Но надо Seele перевести, zu dieser если Musik? будете говорить, потому что... Я говорю так, что больше души, что ли, отдает, когда вот, если думает, что это религиозно, или как? It's like Но in a speech, if you speak faster, and people cannot understand. Но это как если кто-то говорит речь, а если просто говоришь много быстрее, чтобы люди просто не понимали. Ну, как в Москве. And perhaps the speaker himself does not understand. И даже сам тот говорящий, который произносит речь, даже не понимает себя. Говорит быстрее, чем думает. Но тот, который, no, if I can add what I think, это тоже как в зрительном искусстве, да, есть название картине, да, а название уже тебе дает какой-то, может быть, ключ к интерпретации. Ну, на картине Потому там что видно вот это не всегда герои из Библии. Не, но это говорю о абстрактных вещах или просто там, где, потому что если хорошее искусство, ты не сразу, это не в лоб так, да, просто тебе дается ключ к интерпретации, и тоже в песне там есть название, и там есть какой-то ключ, который как-то наведет на какую-то интерпретацию, или просто начинаешь. Perhaps I would like to make it easier. One example in C minor mass. В си минор, например, один пример, это си минор меса. All parts of Jesus Christ in Gloria Credo, et in unum Dominum Jesum Christum, and so on, all these parts belonging to Jesus are sung by two voices. Все в этом произведении, все места, где о Иисусе Христе, Его слова, там всегда в двух голосах это произносится. And besides that, it's always a canon, a strict the same. И это всегда что-то очень каноническое, в смысле, что очень строго соблюдается какой-то канон. Or parallel in sixth or third. Ну, Parallel. 6 или 3, что-то. And why does Bach do this? А почему Бах это делал? Because Jesus Christ is God and man. Потому что The two natures Иисус of Jesus Христос, Christ. у него две природы, это Бог и человек. If you don't know that, Если ты это не you have знаешь, two voices, ты but you там don't два голоса, и там смотришь и не понимаешь вообще, в чем дело. One example, it's I think you can understand, no? But if a conductor doesn't, many conductors don't know why Bach composed this way, one has to find out from the structure of the music. И даже многие кондукторы, может быть, не знают это, почему Бах это так написал. И поэтому они должны как-то в структуре как-то понять, что там есть.
incredible. No? Well, what I said to her was that, in a sense, it's like a title to a piece of visual art. You have a title. A title gives you maybe a key to maybe a sort of interpretation. And so, in the same sense, it's a way to begin the interpretation process of. Yes, and Bach did by the titles, of course. It was chamber music, for example, dance title, or we can learn a lot by his collections. Мы можем много, да, научиться именно от названия, именно что там Бах хотел показать или дать, а потом тоже его коллекции. For example, six suites in the always 6 suites. Всегда 6 English, suites. French suites. Suites, what's a suite? It's a partita. Нет, английские сюиты, французские сюиты, партиты, и всех по It 6. means a composition with 5-6 pieces. Всегда есть 6 частей или suite произведения. And you can see 6 was for Bach the number of 6 days in the week. 6 это для Баха, это было 6 дней в неделе. Or in his credo organ composition, bam, 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 6 times. 6 раз. Is this ostinato, the same pedal voice? It's like a лестница. Это как лестница. It's the 6 chapters of Luther Catechism. Это 6 главе в катехизис Лютера. Yeah? Taufe, Символическая цифра. the way, the лестница на небес. Лестница в небеса, да, это, да. It's baptism, крещение. Это крещение. Это таинство. Except for holy orders. The 10 commandments. 10 заповедей. Credo. Credo. Glaubensbekenntnis. Символ веры. Dann Vater unser. Отче наш. Und dann Taufe, крещение. Крещение. Buße. Покаяние. Покаяние. И причастие. И причастие. It's totally clear for if you don't know the background why does Если не знаешь это 6 фон, times. почему 6 раз. And he took for the dritter Teil der Klavierung, tretty just Klavierübung 1 and 2, der Klavierübung vor Variationen, Goldberg-Variationen, Klavierübung 3, tretty just, the so-called organ mass, orgelmesse. Also, и тоже вот место для органа. In this collection of organ compositions, в этой коллекции органных произведений, the content is, besides prelude and fugue and some other pieces, the content is the 6 chorals Bach created for the 6 chapters of his catechism. Так что, кроме этой прелюдии, фуги, там есть 6 главе или 6 хоралей, которые как-то совпадают с 6 главе лютеранского катехизма. And Luther was very wise for his catechesis. Лютер был умный, в смысле, что в его катехизис he gave people for each chapter one song. В каждой главе он дал людям в катехизисе одну песню. And by that song you know what you believe. И вот и в этой песне ты как-то видишь или там содержание это все, что ты веруешь. It's a very interesting clause of Martin Luther, Zitat. Wenn die Menschen
the Menschen, they cannot, when they cannot believe when they do not sing. Есть интересное такое изречение или как, но Лютер сказал, что, или написал там, что человек не может верить, если не поет. Wenn sie nicht singen, so glauben sie nicht. Значит, что я не верю вообще. Very interesting. Очень And интересно. people and children, they learn catechism by singing for each chapter a song. И поэтому дети много изучают часто катехизм именно через то, что они поют то, что там содержание этого. And so, if you don't know these things, you cannot understand И Bach's поэтому, music. когда не знаешь весь этот фон и от чего он отталкивается, тогда тебе трудно понять вообще, о чем здесь произведение. Просто, наверное, so I would say it's much poorer. You don't see as much. You don't really go into the meaning. Не идешь вообще в то значение, которое он хотел как-то передать. Спасибо Владимир, большое. Да. может, здесь стоит маленько конкретизировать для тех, кто, ну, может быть, слабо понимает то, что Бах увлекался нумерологией, как раз вот символикой и прочее, вот, чтобы больше было понятно, так скажем. Может, вы чего-то расскажете, ну, для тех, Но я-то могу рассказать. Не, ну чуть-чуть совсем хотя бы, чтобы... И, конечно, мы знаем прекрасно, что вся музыка Баха религиозна, тут вы совершенно She's правы. expounding on a little bit Любые on мотивы, number которые symbols содержатся в музыке, symbols, yeah. они символы. У него вся его фамилия БАЦХ, это мотив креста. 2 Я не секунды. в курсе, я не между собой, религиозная, да. поэтому я Мы даже тоже не знаю. религиозные, да, Ну, но вы там в в каждое теме свое как-то, да. произведение он пока подписывал это ему, это посвящаю, это было на каждой странице, конечно. Вы то, что говорили про режим, я думаю, что тут действительно надо было просто вымороть эти названия, убрать их. Да, играли Вот, те же самые музыки, просто без названий. Я думаю, что эту традицию ее не убить даже ни за 10, ни за 20, ни за 50 лет. Я думаю, что это все сохраняется в людях, раз это потом так и возрождается, в общем-то, достаточно быстро. Мы эти книги, естественно, читаем. Нам никогда не позволят сейчас играть органную музыку, не зная, какие это Ну, сейчас-то мотивы, понятно. какие это... Вот. Были нехорошие времена, все Сейчас все по-другому. Сейчас в обратную сторону. Да. А может быть перегибом. регулярный вопрос? Okay, now another question. Как вы относитесь к творчеству Вагнера? How do you relate to Wagner's creativity? I like his music. Мне Bach, нравится его. Bach makes you open. Бах тебя открывает. The more you study Bach, the more you are open for Mozart, for everything else. Когда изучаешь Баха, это открывает тебя еще больше на всех, на Моцарта и... Also for Messiaen, for Bach Bach. Yes, it's a special style and perfection. But Bach or Wagner? Bach. Ah. It makes open also. And Wagner was baptized in St. Thomas in Leipzig. Но это Вагнер был крещен в Святом Фоме в Лейпциге. Where Bach worked. А что у вас из Вагнера самое любимое? Самое любимое. What do you like the most in Wagner? Meistersinger Мастер Зингер. is wonderful. It's wonderful music. Это хорошая It's long and of course it's not. Рождественское, да? Время, по-моему, Мастер Зингера. So is that a Christmas type of, is that for a Christmas season? Meistersinger? No. It's Wagner and religion is a special field, but people without who find an art instead of religion, they are not our enemies. Люди, которые идут в творчество и искусство на место религии, они не наши враги. It's maybe a kind of religion, Richard Wagner. Может быть, Вагнер это есть какой-то вид религии, But it's not dangerous. Dangerous is но это не опасно. the enemy of religion who are full of brutality
and violation of human rights. Те, которые на самом деле враги религии, это те, Я другое имел в которые виду. насильны. Там звучит и- музыка рождественская в церкви, когда вот они вот в самом начале как бы вот в прелюдии Где? находятся. Или вот какое-то время, Рождество или Пасха, мастер Зингеры. When do they play Master Singer if it's in church? Они же Oh, вначале... not in church. No. Это не в церкви. Meister singen opera. Это an opera. Нет, Opera. там идет у главных героев первое соблазнение в церкви происходит. Well, no, это so in the drama, И the там setting поют is in the какие-то church. Yes, Но yes. да, это в драме, не в церкви, A не... kind of мистичное причастие. Из Вагнера. Ну, это Вагнер. Такой вопрос. У вас есть какой-то ключ к исполнению музыки Баха? Do you have a certain key in interpreting and playing Bach? The key is to understand the composition, to study the composition, and Bach has all, and it's important for interpretation. It's not enough you can play a piece. You have to get an idea what the piece means. Чтобы как-то хорошо играть или понять Баха, надо понять его композицию. Как-то очень важно как-то понять, что вообще это значит, что он хотел передать. For example, in his Bach Christmas music, it's easy, Но в баховской рождественской музыке это очень легкое. but also other instrumental musics, suites, you have to find any. Also, when you play organ, an organ piece, you have to. It's not the question. We cannot know everything Bach thought. Но, например, в органных произведениях или других инструментах вообще как-то невозможно знать все, что Бах вообще имел в виду или что он думал, когда это делал. But the best is to have music, text and music. The vocal compositions of Bach are the key for the interpretation. The local The composition? vocal. О, vocal. Надо иметь как-то совместить текст и композицию и вокальные тексты или как? Text. Тексты рядом с самым произведением или музыкой, что они совместны или вместе надо их взять. Это понятно? Окей. Можно еще один личный вопрос тогда. Что для вас музыка? What is music for you? Отлично. I can repeat what I said in this morning. Я могу сказать, повторить то, что я сказал утром. I'm not afraid to take words of Friedrich Nietzsche. Мне не страшно как-то одолжить или взять слова Ницше. Nietzsche, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Я не понимаю. Без музыки жизнь была бы глупой, ошибкой. Без музыки, ja, schießen will be ошибка. Странно. Тут кто что-нибудь скажет, вообще ничего не понятно. It's possible for. Ну, он считал музыку это предтеча религиозности, то есть рождение трагедии из духа музыки, это знаменитое произведение. То есть религиозность, смысл вообще, высший смысл жизни, да, он прежде всего музыкален. То есть в музыке это самая высшая сфера бытия, существования. So music is something that's very primordial and something very connected with the existence of humans. Ну да. Yes. Let's sing. Interesting when you see children. What do they do when they are happy? They sing and play. Что, когда наблюдаешь, ну, если наблюдаешь детей, что они делают, когда они там радостные и все? Они играют и поют.
or the mothers who were able to sing when she worked for the children. The mother. Mozart's mother. Или Моцарт мама или мамы, они когда работают тоже поют. To change the dress and sing. To sing to the child is the best education. Да, или они пели детям и так их учили. Ну что, друзья, на этой мудрой, оптимистической, да и философской ноте я предлагаю нашу встречу творческую So maybe we'll завершить. end on this philosophical and note of wisdom Я думаю, что мы поблагодарим this evening. уважаемого And we thank you. Иоханна Труммера аплодисментами. Спасибо огромное за ваши очень интересные ответы. Спасибо за терпение.